Кстати, одна из тем, почему кто запустил этот хэштег в Инстаграм, везде, в Ютуб, когда набираешь архитектура, и первое, что тебе вылетает, архитектура ногтей, архитектура бровей, и просто жесть. Почему? Не делайте из бровей архитектуру. Меня это ранит. Вы любите архитектора? Нет, вы не знаете, как его готовить. Поэтому вот я могу рассказать, как заказчику готовить архитектора, чтобы его любить. И как архитектору готовить заказчика, чтобы его любить. Потому что есть не стереотипы, а у многих просто отсутствие опыта и понимания элементарных основ общения человеческого. Потому что архитекторы люди очень часто погруженные в себя, которые не замечают вокруг себя ничего. Господа, если вы хотите достичь хоть чего-то в этой профессии, прежде всего, самое главное правило – обращайте внимание в первую очередь на своего клиента, на заказчика, на человека, который к вам пришел. Вы можете его не знать на первой встрече, но ваша основная задача его узнать, а дальше полюбить, потому что если вы не будете относиться уважительно к человеку, который будет сидеть напротив вас в течение ближайших 5 лет, то эта работа превратится в ад. Поэтому либо сразу откажитесь от работы, либо все-таки постарайтесь подружиться, наверное, нет. Дружба – это такая очень тонкая материя, и она скорее мешает в работе. Но постарайтесь быть искренне заинтересованы в том, с кем вы собираетесь работать, потому что иначе человек не откроется вам, вы не сможете открыться, и работы не получится. У меня было 2, наверное, провала в практике, и они связаны ровно с тем, что между мной и заказчиком была вот такая стеклянная стена. Это было связано в первую очередь, скажем так, в очень серьезных, значимых классовых различиях. То есть работа с олигархом, она очень часто приводит к тому, что да, между тобой и клиентом стоит стена. С тех пор я стараюсь не залетать так высоко, потому что такая работа не приносит удовольствия и по большому счету в итоге оказывается бессмысленной. Поэтому правило первое – заинтересовано, будьте искренне заинтересованы в том человеке, для которого вы работаете, потому что он не просто платит вам деньги, он пускает вас в свою жизнь, и вы должны к этому относиться предельно внимательно. Это первое. Второе. Наверное, самая распространенная ошибка и стереотип, который заключается в том, что архитекторы очень часто выходят на встречу с клиентом с большим количеством вариантов. 2, 3, 4, 5 и считают, что это просто подвиг, и заказчик должен их за это уважать. Ребята, ни в коем случае. Это самая страшная ошибка. Как только вы пришли больше, чем с одним листом, и сразу выкладываете их на стол, вы тут же расписались в своей полнейшей профессиональной непригодности. Почему? Потому что человек, который к вам пришел, он платит деньги за то, чтобы вы принимали за него решения, чтобы вы ответственно это делали, чтобы вы понимали, что вы делаете, чтобы вы могли сделать выбор за него и объяснить ему, почему вы это делаете. А большое количество вариантов говорит только о том, что вы сами не понимаете, что хорошо, что плохо. Чем отличается первое от второго или от третьего? Нам нужно искать 10 отличий, и они настолько разные, что человек может подумать, что вы шизофреники, одновременно можете думать в 2 разные стороны, делать минимализм и тут же классику. Ну, это такая крайняя форма, так не бывает, но тем не менее. Прежде всего, для себя определитесь, что такое хорошо, и все, что не попадает в эту категорию, просто берите резиночкой и стирайте. Или выбрасывать. Всегда на первую встречу должен быть один вариант, но он должен быть продуман, проверен, выверен, прожит вами абсолютно полностью, от начала и до конца. И если вы верите в то, что вы показываете, вы легко это донесете и до своего заказчика. И он тоже начнет вам верить. И, соответственно, вот именно в этот момент и произойдет тот самый стык, который позволит вам потом жить с этим человеком 3, 4, 5 лет, сколько будет длиться стройка. Этого никто не знает. Поэтому ответственно относитесь к своей работе. Все лишние варианты, их большое количество, не работают в плюс, только в минус. Настоящий профессионал показывает всегда один вариант.
третий момент очень немаловажный. Старайтесь не относиться к техническому заданию, которое вы вместе с заказчиком прописываете, как к чему-то непреложному, чему нужно следовать. В ходе работы может оказаться, что то, о чем вы думали вместе с клиентом, только набрасывая общие контуры задачи, немножко противоречит ситуации. Поэтому смело плюйте на задание, делайте так, как считаете нужным. Но не просто так, я вижу, да? А старайтесь объяснять, что вот мы разворачиваем здание таким образом, потому что и 10, 15, 20, 3 причины. Но это должна быть четкая, логическая, обоснованная цепочка. Задание всего лишь повод для размышлений, но ни в коем случае не закон. Очень многие попадаются на этом, пытаясь выполнить задачу, которую им ставит не профессионал, а заказчик не профессионал. Поэтому искусство составления задания, оно такое же сложное, как само проектирование. И для того, чтобы правильно поставить вопрос, нужно знать на него ответ. И, собственно говоря, ответ мы находим в процессе эскизирования, в процессе поиска. И этот ответ может не совпадать с той задачей, которая ставилась изначально. Не ограничивайте себя. Если вы чувствуете, что в поставленной задаче есть какой-то изъян, исправьте сперва задачу. И все будет хорошо, все станет нормально. Еще один простой, но очень действенный прием в работе с клиентом. Это первая встреча. Никогда не отправляйте вашу первую презентацию по электронной почте. Обязательно нужно собраться. Пусть встреча будет отложена на месяц, хоть на 2. Первая презентация должна быть всегда приличной встречей, потому что никто, кроме вас, вашу идею, даже если она выражена в супер-мега-реалистичной 3D-графике, не донесет, потому что очень многие вещи нужно проговаривать. И более того, ничем, кроме как своим личным присутствием и своими словами, вы не донесете свою уверенность в то, что вы сделали. Первая встреча всегда только очно. И не стесняйтесь, не пугайтесь первой реакции клиента. Очень часто бывает так, что на первой встрече либо сразу бурные овации, и семья говорит: да, классно, все, завтра начинаем строить. Не верьте, через неделю люди, если ответственно к своей части работы относятся и возьмут ваши материалы и постараются в них пожить, то мнение может измениться. Вплоть до абсолютно противоположного. В моей практике тоже так часто бывает, что на первой встрече может быть абсолютно негатив, чуть ли не ссора, а потом через неделю человек звонит и говорит: вы знаете, Роман, я вот тут покрутил, походил по участку и понял, что другого варианта, кроме вашего, быть не может. Либо наоборот, полное воодушевление на первой встрече, а через неделю: вы знаете, мы тут подумали, поговорили с детьми, с бабушками, с мамами, с женой походили. Вот нам вот не нравится. И дальше список, и ты понимаешь, что впереди у тебя еще пару месяцев серьезной работы. Поэтому первое. На встрече, только на личной встрече, вы рассказываете и показываете все, что вы продумали о вашем объекте. Второе. Не реагируйте на первое мнение заказчика, которое появляется на первой встрече. Оно не говорит абсолютно ни о чем. Поэтому нужно отдать и подождать. Вот несколько элементарных правил, которым я стараюсь следовать и которые мне помогают в моей работе. И мне кажется, довольно успешно. Пробуйте применять, и все у вас получится.